Всем доброго дня. Вы знаете, дорогие друзья, что я обсуждаю очень многие темы, которые касаются сфер человеческой жизни, да и вообще того, что происходило с человечеством тысячелетиями со дня его создания или с того времени, как человечество себя помнит, со времени его осознанности. История человечества, нашей цивилизации, которая у нас уже шестая по счету, начинается с того времени, когда появились первые письмена и первые, скажем, примитивные зачатки государств. И древнее всего считается Междуречье, между Ефратом и Тигром, аккадо-шумерская цивилизация, а потом далее по списку идет список древних народов, древних цивилизаций, колыбель цивилизации. Но, собственно говоря, все началось с Востока. И именно первые сведения о таком зачатке, примитивном зачатке государства, нечто похожее на государство, вырисовывается со времен аккадо-шумерской цивилизации, аккадо-шумерского государства. И вот с того времени и по сей день у человечества есть определенные актуальные вопросы, о которых мудрецы мира сего говорили, как Омар Хайям сказал. Мудрецы поговорили, обсудили, потом ушли спать, пришли другие мудрецы, также искали ответы на вопросы, и другие ушли, вечным сном уснули, и пришли еще на смену тем мудрецам. И так вот из тысячелетия в тысячелетие мудрецы приходят, говорят о чем-либо, ищут ответы на вопросы, уходят в вечный сон. И тогда, наверное, должно быть, так и продолжается история человечества. Попробуем с вами еще один вопрос обсудить. Мы с вами обсудили очень много различных вопросов, связанных с рождением людей. Если помните мою лекцию «Собачья кровь», что это такое и к чему это приводит. Адские матери или проклятие черной крысы. Огромное количество печати, как они возникают у людей, почему они не дают человеку жить. Хочу с вами обсудить еще одну очень важную тему, особенно в свете наших последних событий, что происходит и связано с насилием, с гибелью людей и по всему миру, да, последние вот горячие точки, которые были и есть, и продолжаются в разных концах мира. Итак, друзья мои, согласно древней легенде, Сет, бог пустыни, свирепый Сет, он, желая разрушить семью, дом, род своих врагов, как среди богов, так и среди людей, похищал их жен, насиловал и держал у себя, пока они не забеременеют, а потом возвращал обратно. И тогда эти дети рождались, и их враждебная кровь начинала разрушать этот род, эту семью изнутри. Иногда жены молчали, не говорили своим мужьям ни о чем. Иногда Сет приходил в облике их мужа, и после они понимали, что их обманули, но об этом не говорили. Рождался ребенок. Ребенок был обычно, как все дети, любимый, рос в тепле, но матери всегда настораживались, потому что знали, чей это сын или дочь. И в конце концов, в итоге этот ребенок, вырастая, просто разрушал основы рода и уничтожал, становился проклятием для этого рода. Есть другой вариант, который не нужно с этим путать, когда боги спускались
и оставляли свое семя в земных женщинах, рождались полубоги-герои. Это были дети любви, хоть и незаконные дети богов, но дети любви. Здесь было применение насилия и обмана. И потом Сет понял, что таким образом можно разрушить не только семью, а целые народы, которые его отрицали, которые его не принимали. И стал похищать красивых женщин и совокупляться с ними против их воли. И рождались дети Сета. И считалось, что эти дети разрушители своего народа, своего государства, своего рода. Они предают кровь, потому как они чужеродные. Дети насилия. Эти дети не хотели и не намерены были специально что-либо делать и навредить, но они были рождены уже такими. Семя, проклятое семя, которое само по себе действовало, помимо их воли, их генетика, их желание сделать добро оборачивалось злом. Теперь, что это означает? Если взять в масштабах стран, видеть такое явление возможно и сегодня, и во все времена, когда страна, нация в опасности, одна часть разрушает, одна часть думает о своих личных интересах, но это не только шкуропоклонники, да, это люди-разрушители, люди, которые, понимая, что они вредят своему собственному народу или стране, в любом случае ведут вот эту вот деятельность подрывающую, уничтожающую. И они это делают спокойно. И мы знаем пример таких страшных явлений, которые происходили в той же Камбодже, когда был геноцид камбоджийцев красными хмерами и полым потом, который был по происхождению как бы да, правильно, чтобы... Одним словом, это азиатские народы, да. И он по происхождению был один из них. Но безжалостно уничтожал этот народ. И если бы другие народы не вмешались в этот момент и не завоевали Камбоджу, не освободили людей, городских жителей просто оторвали, отправили в селение под пытками, под издевательствами, и унижениями и так далее. И этот народ погибал, 70% почти погибло народу, населения Камбоджи. Друзья мои, как происходит? Дети Сета, они находят друг друга. Люди, которые инородны, но живут в определенном народе, они компонуются, понимаете? Они собираются воедино, все. Это не просто единение предателей, это единение людей, которые с удовольствием, с радостью уничтожают страну и народ, среди которого они живут. Их называют дети Сета. По крайней мере, в древности так называли. Сейчас, конечно, это название пропало. Почему? Считалось, что они дети насилия, что они дети не от любимых мужчин. Это не обязательно, чтобы бог Сет спустился и был с их матерями. Нет. Как правило, это дети от нелюбимых мужчин. Это дети выданных насильно замуж женщин, которые этих детей не любили. Вспомните Екатерину Великую и Павла. Она не любила его, потому что это, по сути, ребенок насилия. Она не любила Петра III. Она его не выносила. И родить ребенка от нелюбимого человека означает просто пройти через насилие. Для того, чтобы забеременеть, родить, чтобы укрепить свое положение, чтобы тебя не изгнали из России ни с чем. Она вынуждена была забеременеть. Это был ребенок Петра. Как бы там ни пытались говорить, и сплетни всякие, да, были у нее любовники, но ребенка она родила именно от Петра, и люди, которые не жили в то время, не понимают, не имеют представления, что в то время это просто каралось не просто смертью, это было крах всей жизни, она не могла себе позволить родить от другого.
Никак было нельзя. Поэтому всеми способами старались, чтобы она забеременела от Петра. И она была вынуждена его принимать. Представляете, спать с мужчиной, которого ненавидишь, для того, чтобы от него родить его ребенка. Но положение обязывало, и у нее не было другого выхода. Она родила. После чего ребенка забрали, не дали видеть. Только через 7 лет она имела право иногда заходить к этому ребенку. Ребенок был чужой для нее, и она была чужим человеком для этого ребенка. Так они и не сроднились. Что сделал Павел? Павел уничтожил все благие дела своей матери. Павел уже вел к краху государства, когда его свергли, убили и посадили на трон Александра, его сына. Его сына, который был рожден в любви. Жена Павла и Павел любили друг друга. Да. То есть, смотрите, ребенок от нелюбимого мужчины напоминает о нем. Помните маньяка, который держал в подвале этих девочек, одна из них беременела, рожала, и он подкидывал этих детей возле больниц или там к людям, там возле дверей оставлял. И эта девушка, которая вышла оттуда, последний раз уже была беременна, неизвестно, не говорят, родила она ребенка или ранние роды сделали ей, и она просто не забрала, то есть, избавилась от этого ребенка. Но вы представляете, если бы она сейчас ходила и собирала этих детей, рожденных от него, это каждый день возвращать себя в ту пыточную камеру. Это ж можно с ума сойти, это может крышу снести. Теперь вспомните, сколько женщин во время войн подвергались насилию. Да, многие из них родили детей, не сказали, скрыли, потом выяснялось, потом узнавали, откуда эти дети и какого происхождения, все такое. Но какое было отношение этих матерей к этим детям? У некоторых, собственно, нормально. Иногда материнский инстинкт пересиливает, понимаете, вот это вот отвращение. Но у многих нет. И если кому-то кажется, что дети, рожденные от насилия, жили нормальной жизнью, поднялись, создали там свои семьи и так далее, со стороны да. Но они разрушители, они разрушили этот род, потому что род и духи рода, ушедшие предки, пращуры, они всеми силами выталкивают инородную кровь из своего рода, незваную кровь. Даже если женщина, скажем так, жалится над своим ребенком и примет его, в любом случае этот ребенок разрушитель. Что делается в в таких случаях? Хочу вам напомнить, фильм был такой «Вера». Откройте, посмотрите. Тоже рожденная девочка от насилия во время плена. И вначале, ненавидя этого ребенка, потому что она напоминала палача, она в конце полюбила его. И она погибла. Знаете, почему погибла? Это, конечно, это не выдумка режиссера, это основано на реальных событиях. Но хочу вам объяснить. Либо ребенок должен погибнуть, либо ребенок должен воспитаться в чужой семье, либо мать умрет. Умрет рано. Несовместимо. Не может ребенок, рожденный от насилия, жить нормально с теми родителями, которые по крови, мать по крови, да, своя, но она не с этого рода, не с рода матери, не с рода того мужчины, с которым она живет, да, как с мужем, как бы названным отцом. Даже если родители об этом не догадываются или не понимают, не догадываются, каким образом бывает, что женщина перетерпела насилие, смолчала, через некоторое время забеременела, подумала, что это от мужа, а родился совершенно другой человек. То есть не похожий. Но мужчина принял, даже никак не подозревает свою жену, потому что она была нормальной женщиной, но так получилась трагедия. И она очень боится ему рассказать об этом, разрушить семью, так и живут. По сути, ребенок растет и все время напоминает насильника. Начинается отторжение по неволе. Не может человек любить своего насильника. Это уже ненормальный человек. Да, есть стокгольмский синдром, когда влюбляются в тех, кто над ними применяет насилие, но это очень редкий случай. В основном
Любой человек старается избавиться от всех воспоминаний об этом насилии, чтобы жить дальше. А если это насилие, это воспоминание ходит рядом каждый день и называет тебя мамой, как ты с этим живешь? Это же пытка. С одной стороны, мать понимает, что ребенок ни в чем не виноват, что он невинный. С другой стороны, у матери отторжение, потому как понимает, что этот ребенок родился, то есть помимо ее воли. И, естественно, у нее всегда будут эти яркие воспоминания, и этот ребенок не даст забыть о тех мучениях, которые она прошла. Итак, дорогие друзья, в древние времена, если узнавали, что ребенок рожден от насилия, отдавали на воспитание абсолютно чужим людям. Считалось, что этот ребенок не способен разрушить жизнь тех людей. Это не ребенок усыновленный, прошу правильно понять, это ребенок рожден от насилия, это разные вещи. Считалось, что тем родителям он не принесет вреда, потому как он просто чужой для них, то есть чужой по крови. Они взяли на воспитание, и там эта кровь насилия покорится, смирится, и, собственно говоря, вот эта злая энергия перейдет в доброе русло. Собственно, так и происходит, потому что, по сути, этому ребенку незачем разрушать, то есть его крови, генетики незачем разрушать эту семью. Это как просто чужой ребенок, которого взяли на воспитание. И женщина, которая воспитывает этого ребенка, не знала его отца, не проходила это насилие. Естественно, следовательно, у нее к нему нежные отношения, материнские чувства, любовь. И ребенок совершенно в своей стихии. Так делали в древние времена, если хотели, чтобы ребенок выжил. Или знали, что если женщина будет идти наперекор судьбе и силам, то она рано или поздно умрет. Чаще всего женщины, родившие от насильников, рано умирают. Очень редких случаях, когда у женщин ребенок, рожденный вследствие насилия, становится их опорой, становится для них сыном или дочерью, как должно быть. И есть четвертый вариант, собственно говоря. То есть 3 варианта. Либо он разрушит этот род, либо мать умрет рано, либо родители отдадут другую семью. И был 4-й вариант. Этого ребенка нужно было заговорить, то есть отчитать, убрать эту энергию насилия, поставить такой барьер, и от этого ребенка шел совершенно другой род, абсолютно новый, ни материнский, ни отцовский. Да, он продолжитель крови матери по генетике, но начинался совершенно новый род. Нужно было очистить этот род от скверни, от зла, отсечь эту злую разрушительную силу для того, чтобы далее ребенок не разрушал поневоле свою семью, и чтобы эта семья не сопротивлялась и не возненавидела подсознательно этого ребенка, потому как он чужеродный. Итак, в эту категорию дети Сета относятся дети, рожденные поневоле, то есть без желания матери, когда насильно выдают замуж, и она беременеет, это тоже считается насилие над телом и душой. Вторая категория именно от насилия, то есть, может быть, от случайного человека, от маньяка, от кого угодно. Может быть, даже в доме рождались от брата, и она молчала, не говорила. Рожденные от отца, такие случаи мы тоже знаем очень много, к сожалению, да? Рожденные от родственника, рожденные от зятя, от друга, семьи и прочее, когда человек молчит об этом насилии, потому что у нас общество, к сожалению, настроено против женщины. Ее же и винят. Далее. Дети, которых не хотели, нежеланные дети, они тоже считаются плодом насилия, потому что бывает, что от случайной связи, да даже если человек тебе симпатичен, в любом случае, если человек повел себя подло, если человек сделал больно, а женщина уже забеременела от него, и она хочет забыть о нем, стереть все воспоминания, но беременна, не может по разным причинам, там, скажем, избавиться от ребенка, по религиозным соображениям, вообще боится потом не родить и так далее. И вынужденно рождает этого ребенка, потому что уже забеременела.
И ребенок всю жизнь будет напоминать отца. И этот ребенок будет разрушитель. Поэтому в древние времена, еще раз объясняю, что дети, которые рождались вот таким образом, их отдавали в другие семьи на воспитание для того, чтобы спасти их судьбу. Не потому что их ненавидели, а просто чтобы спасти. Они понимали, что в любом случае не будет любви, не будет тепла к этому ребенку. И ребенку будет больно, и матери, и это будет уже не жизнь, а проклятие некое. Так и есть. Этот ребенок и рождается как проклятие, как разрушающее проклятие. Но потом, естественно, скажем так, появлялись люди, которые советовали отчитать, отсечь, убрать ненависть матери к ребенку и отчитать этого ребенка, убрать это вот это злое, как бы назвать, злой механизм, запущенный в его судьбе, в его жизни, поневоле носителем которого он является. Программу эту злую остановить. Это возможно. Поэтому, дорогие друзья, если среди вас есть такие рожденные дети, дети, рожденные от брака, без любви, дети, рожденные случайно, от случайных связей, дети, рожденные от насилия, такие люди должны себя отчитать, чтобы они не являлись поневоле разрушителями той семьи, того рода, куда они пришли. И чтобы этот род их не возненавидел и не начал выталкивать от себя всеми способами, скажем так, уничтожая и разрушая его судьбу. Потому что это идет просто вражда, это идет противоборство сил, определенных сил. Одна сила, которая пришла уничтожить этот род, и род, который чувствует опасность и выталкивает этого человека. Поэтому некоторые люди иногда себя спрашивают: я ничего плохого не сделала, я вроде забочусь о родителях, всегда была послушным ребенком, почему меня так ненавидят в моей семье, что я не так сделала? Очень может быть, что вы ребенок насилия. Очень может быть, что ваша мать вышла за вашего отца без своего желания и родила вас, не желая того, не желая вообще связывать с ним свою судьбу, иметь что-то общее с этим человеком. Но она родила, потому что некуда было деваться, родители обратно не принимали. И вот она вынуждена жила. Я уверена, что многие из вас узнают в своей судьбе такие моменты, когда мать вымещала свою злобу, избивая, терзая своих детей. Не было ни капли любви к своим детям. Абсолютно. Я знала случаи, когда мать просто вылечивалась на своих внуках. И внуки умирали, и умирали, пока одна из дочерей не пошла к одной женщине в селе, и старенькая такая бабушка, и спросить, может, у нас проклятие рода, что почему так происходит. И она сказала: да потому что вы дети, нежеланные, нелюбимые дети. И она вас выталкивает из своей семьи, своего рода. Она вас ненавидит и подлечивается на ваших детях. А мать действительно выглядела молодой, красивой в свои-то годы. Очень, очень живой, очень здоровой и все прочее. А внуки умирали. И оказалось, что она забирала внуков к себе якобы. И она подлечивалась, она их купала, потом в этой воде сама купалась, заговаривала некоторые, значит, вещи, говорила, все такое, естественно. И через некоторое время этот ребенок заболевал, месяц, два, три, и умирал. И они даже не догадывались, что это делала их родная мать, которая их абсолютно ненавидела, лютая, никогда к ним хорошо не относилась. Но поскольку у детей всегда бывает внутри, знаете, такой вот такая благодарность, уважение к матери, которая выносила, родила, они в любом случае даже плохую мать любят, потому что каждый ребенок тянется к своей матери. Это нормально. И они отрицают, они не хотят это видеть, не хотят принимать, что такое возможно, что их мама может, способна на такие чудовищные вещи. Она способна, потому что она их не любит. Она их не жалеет, ей все равно. Были женщины, которые выдавали своих дочерей замуж за стариков для того, чтобы хорошо устроиться в жизни. Понимаете? Вот вам пример тех же самых султанш, о которых сказано, что детей выдавали в 4 года замуж, в 1 год замуж. Да, естественно, там человек ждал, пока ребенок вырастет, но для них дети были инструмент торга. Они и своих сыновей могли казнить ради трона. Почему? Потому что дети носили, они были нелюбимой матерью.
Какая рабыня любит своего хозяина и господина? Как бы ни вырисовывали там один из миллионов случаев, чтобы действительно люди полюбили друг друга. Но в основном каждый человек, попавший в рабство, он сопротивляется, он ненавидит. Он ненавидит тех, кто насильно... У нас же этот бунтарский дух всегда есть в каждом человеке. Когда тебе пытаются навязать свою волю, ты наоборот ненавидишь и отталкиваешь это. И мужчины, которые подозревают, что их ребенок, скажем, не родной, могут своего ребенка гнобить, унижать и так далее. Они тоже знаете, не наивные, чтобы верить, что, например, совершенно не похожий на них ребенок, рожденный, вот это их сын. Они иногда делают эти анализы тайком от жен, узнают об этом, заставляют ее там признаваться. Она говорит, что вот было такое, было насилие, не могла сказать, боялась от брата, от друга, от кого угодно. И у этих детей нет просто счастья в жизни, никакого. Они чужие и для того мужчины, который, собственно, их зачал, и для той женщины, которая родила, и для того мужчины, которого считают отцом, и для той семьи, где они живут, и для того рода, где они обитают. И таких людей нужно отчитать, отсечь. Отсечь эту черноту, отсечь эту программу разрушения своей жизни и жизни других. И напоследок вам напомню, знаете, если львица забрела в чужой прайд, львы ее насилуют, чтобы оставить свое потомство. Для чего это делается? Для того, чтобы их львенок вырос, загрыз вожака стаи и завладел этим прайдом. Они внедряют свое семя. Есть определенный вид насекомых, которые, значит, высаживают, то есть свои личинки там внедряют в тело других насекомых или животных, и те изнутри начинают есть вот этого вот носителя этих личинок. А потом, питаясь телом, есть определенные мухи, которые, значит, вот свои личинки оставляют в насекомых, маленьких насекомых, и вот эта личинка изнутри ест, убивает вот своего хозяина, в котором он находится, выходит и такой упитанный жизнью другого идет дальше жить. Точно так происходит с детьми, которые родились без желания матерей. Они как те самые личинки, которые изнутри съедают эту женщину, потом рождаются, съедают ее жизнь. Они не виноваты. У них природа такая, они такие родились. И если вы в себе чувствуете этого разрушителя, или вы знаете историю своего рождения, или вы родили так ребенка и не можете с этим смиряться, живете как в аду. Каждый раз этот ребенок вам напоминает того насильника, но в то же самое время вы понимаете, что это ваш ребенок, и вы не можете, не имеете права его не любить, вам нужно убрать это все. Убрать эту энергию и поставить все на свои русла. И тогда у вас получится жизнь, и у вас, и у вашего ребенка. Или у вас, если вы плод такого насилия. Я знала таких людей. Я знала человека, с которым работала, и ее мать увезли в молодости там в степь куда-то, и 20 человек или сколько там, 50, и вообще страшные эти цифры приводили. Одни ее насиловали до утра, издевались, а потом кинули, оставили. И случайные люди там нашли ее, и очень долго она лежала в больнице месяцами, пока вернулась к жизни. Она родила дочь. У них была абсолютно ненависть. Она сама по себе очень вредная, зловредная женщина, вот эта вот дочка рожденная. Очень бесчеловечный человек. Ужасная ненависть к матери, особенно после того, как она узнала, как она родилась и так далее. И постоянно это просто открытые были скандалы при всех, открытые оскорбления друг друга. Последними словами. Я тоже подумала, что лучше бы она отдала этого ребенка в другую семью, та бы не знала вообще о своем происхождении. И ей было бы легче, и этому ребенку. Но они люто ненавидели друг друга, как будто их, знаете, как поневоле, насильно свели и связали. Так и произошло. Она не хотела этого ребенка, а этот ребенок не должен был так родиться. Каждому ребенку хочется узнать, кто его отец, что его любили, ждали, что он родился и в семье и так далее. Я думаю, что вы поняли мою мысль и о чем я говорю. Таких детей отчитывают.
И таких женщин, которые прошли насилие и родили ребенка от насильника, тоже отчитывают. Иначе эта программа зла и разрушения будет повторяться. И в этой семье не раз еще повторится вот такая, именно такая история. Всем удачи!